Так, здравствуйте, друзья. Это Анапа, меня зовут Александр. Вы смотрите канал Альбатрос и мой понедельничный стрим, в котором я рассказываю о себе и о том, что произошло за последнюю неделю в моей жизни, ну а также, так скажем, мимоходом какие-то, может быть, анапские новости и так далее. И, конечно, отвечаю на ваши вопросы. На ваши вопросы здесь, прямо во время стрима. И те, кто позже смотрит по записи, в комментариях. Ни один комментарий я не оставляю без внимания. Так, ну что за неделю произошло? Как я говорил, что я занимаюсь нейросетями и постоянно осваиваю какие-то новые нейросети. Их сейчас очень много. Чем они только не занимаются. Ну, у меня такой сегмент я выбрал себе. Это работа с изображениями. Хотя, конечно, сейчас и с музыкой, со звуком. Очень многие нейросети работают с текстами, такие как ChatGPT, да. С видео, то есть уже какие-то картинки оживляют, делают мультики с помощью нейросетей, переделывают какие-то мультики старые на новые с помощью нейросетей. В общем, кто этим интересуется, то можете тоже следить за этим. Я в своем телеграм-канале, который называется Анапа Альбатрос, жилье и нейросети, где я там говорю еще о своих квартирах, которые там вы можете арендовать. Ну и сейчас там больше, конечно, о нейросетях. Я постоянно туда новые какие-то новости, которые сам с удовольствием читаю, нахожу на других каналах и себе туда их перепощиваю, чтобы и вы тоже были в курсе. Ну и для себя тоже собираю, потому что не все сразу удается изучить, протестировать. Некоторые нейросети там дают какое-то бесплатное минимальное время, там чуть ли по несколько секунд, некоторые более длительный период, некоторые там вообще бесплатные. Вот, так что это очень все интересно. И вот, значит, я на одну нейросеть такую набрел, зарегистрировался там, сделал там 2 модели, там 3 позволяют, но я одну модель запорол, и они мне не разрешают 3-ю модель сделать. Я сделал 2 модели своих по своим рисункам, именно как я рисую, то есть вот мои линии, мои там, как я рисую глаза, нос у своих персонажей, какие-то предметы определенные, кошечек, собачек. Вот, и сделал модель, назвал ее так просто, анапчанина модель. И еще одну модель сделал на основании этикеток винных советского времени, потому что там очень такие интересные рисунки, очень простые, потому что печать была в типографиях очень такая примитивная, но в то же время был какой-то определенный стиль. И вот эта краска была, то есть она нечеткая такая печать была, немножечко такая вот, чуть-чуть, ну, видно, что это печать, да, вот как вот детские вот эти вот есть штампики, да, то есть вот такая какая-то немножко такая размытость, шероховатость, вот это мне очень понравилось. И я делаю сейчас вот сделал такую модель. Оказывается, эта модель, вернее, эта нейросеть оказалась английской. И мне написали оттуда, что спасибо, что вы пользуетесь нашей нейросетью, и вот мы хотели бы вас пригласить на выставку, которая будет проводиться в Лондоне 8 сентября. И не могли бы вы прислать вот свои, значит, сгенерированные рисунки с помощью нашей нейросети и ваши оригинальные рисунки. Ну, я им послал. Была такая переписка, то есть мы с человеком, который этим занимался, организацией этой выставки, много переписывались. И, наконец, он пишет, что все ваши, значит, рисунки утверждены,
и, значит, в количестве 100, и я попал в число 100 художников, которые, ну, по всему миру. И те, кто, конечно, имел возможность приехать в Лондон, в этот клуб, как же он называется, на букву Ш, все вот не помню. Ладно, не буду сейчас этот клуб как-то искажать. И вот в этот клуб всех приглашали на коктейльную вечеринку. Картины там показывались на нескольких больших мониторах. И вот, значит, и мои рисунки тоже там были представлены. То есть их там люди такие креативные. А клуб этот не только занимается с художниками, но и кто занимается другими там видами искусствами, скульптурой, кино. В общем, там очень-очень много. У меня, кстати, в телеграм-канале этот клуб и ссылка на него есть. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал Анапа Альбатрос, жилье и нейросети. И будете в курсе. Так, приветствую Алексея из города государственного преступника. Очень приятно, что ты ходил на ярмарку винограда. Я тоже виноград люблю. У нас сейчас продается и в магазинах, и на рынке. Да, я, правда, на рынок давно не был. На рынке давно не был. Так, значит, вот, про нейросети я рассказал, но не совсем все. Да, я сейчас в телеграм-канале нашел интересный, вернее, в телеграме нашел интересный канал, где очень много тоже для себя нового открываю по нейросетям. Все это помещаю у себя в телеграм-канале, и со временем буду это все гуглить, вернее, не гуглить, а проверять, тестировать и что-то там, какие-то там создавать свои изображения. Так, чем я еще занимался на неделе? На неделе я занимался, друзья мои, своей книгой. Вторым томом плотно занимался. Ну вот я покажу первый том. Вот первый том очерки, 400 страниц. И второй том у меня будет зеленого цвета. Там я буду уже не в форме, вот в такой вот военной. А это такая военная форма. Раньше уфсиновцы носили одну и ту же форму, что и вооруженные силы. Вот. Поэтому потом уже на синюю перешли форму. И я ее тоже поносил. Так вот, второй том будет зеленая обложка, и там я буду в казачьей форме на обложке. Я ее показывал в прошлой трансляции. И вот я занимался подбором иллюстраций. Вообще книгу я закончил, то есть я закончил ее редактирование окончательное, закончил ее вообще составление, закончил ее верстку, чтобы верстка там была нормальная, так соответствовала всем требованиям полиграфии. Я туда вставлял некоторые фотографии, чтобы выправить эту верстку, потому что там возможности ограниченные, но тем не менее можно какие-то хитрости применять и эту верстку осуществлять, и вполне она такая приемлемая. Вот, что еще? Так, я тут по ходу проверяю ход трансляции. Да, все работает, все хорошо, все работает. Все работает. Так. Значит, что еще? И я подбирал иллюстрации. Вот я себе сделал такой вот листок, шпаргалку, снова перечитал всю книгу и, себе сюда помечал, чем ее проиллюстрировать. Иллюстрации у меня будут в виде вкладки, так как и в первом томе. Отобрал я достаточно много фотографий, и, наверное, скорее всего, все они войдут. Посмотрю, потому что, в принципе, книга не такая толстая, она немножко поменьше, чем это, там 340 страниц, в этой 400. Вот, добавится там, допустим, 2, 3, 4 листа вкладки, это не страшно, совсем не страшно. Вот, так что подбирал фотографии. Для этого я, конечно,
и в свои архивы в компьютере залазил, искал, все просматривал фотографии. И одну фотографию я тоже так наметил туда вставить. Я никогда ее раньше не публиковал, кроме как в живом журнале. Но в живом журнале по прошествии времени та платформа, на которой я размещал свои фотографии и потом с помощью ссылки вставлял в живой журнал, она это сейчас платформа не работает. Ну, вот видите, в интернете так бывает, когда бесплатная платформа, она тебе ничего не обещает. То есть она сегодня есть, завтра ее нету. Поэтому все фотографии, которые на этой платформе размещались, они пропали, и я не смог найти вот эту фотографию. А на фотографии изображен я, будучи в момент, когда работал в военкомате. Меня туда, значит, отозвали с завода, где я был фрезеровщиком. И вот я там познакомился с девушкой, ее звали Лариса. Она мне очень нравилась. Ну, я это такой первой любовью не называю, но она мне очень... Мне тогда это чувство было как бы незнакомо, я не знал, как оно выглядит. Поэтому я... Ну, вот просто она мне нравилась. И мы с ней вот там сфотографировались возле военкомата. Я такой там скромный стою, она вот мне руку на плечо положила. Ну... И я об этом в этой вот своем втором томе пишу. Ну и думаю, дай-ка проиллюстрирую эту книгу, найду эту фотографию и туда помещу. В электронном виде я ее не нашел и стал искать, где же она у меня, эта фотография, оригинал, бумажный, на фотобумаге. Перерыл все коробки, вот, все альбомы, все тетради, думаю, может быть, она где-то в моих дневниках между листов. Нет и нет, нет и нет. И все уже, совсем отчаялся, думаю, ну, наверное, не знаю. Ну, она, конечно, где-то есть, но вот перерывать на второй раз какие-то коробки, а я некоторые перерывал на второй раз. Потом что-то меня торкнуло, и я пошел к шкафу и нашел еще один альбом, который я пропустил, когда просматривал первую партию. И всю эту фотографию я нашел. Перефотографировал ее. Ну, у меня сейчас сканера нет, просто перефотографировал и обработал, и вот она у меня теперь будет помещена. Лешу Мусихина я тоже, вот я, кстати, здесь сейчас мне попалось, и я его вчера тоже, Лешу Мусихина, нашел, и сейчас вот ставлю плюсик, и его практически мне все фотографии найдены, кроме киноистории. В киноистории я тоже помещу свои фотографии в образах, но, к сожалению, те фильмы, которые сейчас еще только снимаются и монтируются, я не имею права выкладывать. Ну ничего, ладно, потом, может быть, в следующей редакции этой книги и вставлю. Так что вот этой книгой я занимался. Ну и я так же, как вот ягоду собираю, да, в сказке там, да, на одну ягодку смотрю, вернее, одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Так вот, я, значит, эту книгу написал, вторую составляю, о третьей тоже думаю. И вот третья книга у меня будет, ну, она, вернее, не третья, если брать стихи, то сейчас очерки, второй том, это будет третья, а четвертая книга у меня будет проза. И в прозу я, конечно, все свои прозаические произведения тоже включу. Также туда включу, наверное, и свои маленькие пьески. Это про Новый год и переложение Гамлета Шекспира. Да, у меня есть такое вот переложение. Не знаю, буду ли я его немножко перерабатывать или оставлю в том же первозданном виде, потому что, ну, там много жаргонных слов встречается, так же, как еще в моей одной повести, которая называется «Золотой камень». Это такая пародия на Фенемора Купера про индейцев.
Вот, это я ее писал специально для моего друга Жени Анисимова, который очень увлекался индейцами, ну и увлекается до сих пор. И я говорю, ну, индейцы, я тебе напишу книгу про индейцев. И вот написал книгу про индейцев, и Женя ее потом так раскритиковал, но она получилась интересная, смешная. Как многие свои вещи, я вообще я серьезно к литературе никогда не относился. Я считал, что это литература существует для развлечения. Вот. И сам тоже, когда писал что-то, я в первую очередь ставил такую развлекательную функцию литературы на первое место в своем творчестве. Вот. Никаких там идей там не выражал. Так что будет достаточно интересная вот этот 4-й том. И когда я искал вот эту фотографию возле военкомата, я наконец-то обнаружил рукопись. Вернее, я и нашел и рукопись, то есть вот прямо как я писал по свежим впечатлениям свой рассказ, а потом нашел уже перепечатанный с некоторыми там поправками. Рассказ называется «Трюм». Это про вытрезвитель, читинский вытрезвитель. И, знаете, этот рассказ очень такой правдивый. И, можно сказать, как же бы его назвать, наивный и непорочный. Потому что я, когда пришел в милицию, и понятно, что, я не знал, что такое милиция. У меня отец и брат, они служили во внутренних войсках. Это немножко другая специфика, а милиция это все-таки такая живая работа среди людей, на улицах, в каких-то специализированных учреждениях, таких как вытрезвитель. И я учился в учебном центре, и нас отправляли в разные места, на практику. То есть мы были в ИВС, я тоже там стихотворение написал. Мы поезда сопровождали, ездили в электричках. Мы там, значит, с гаишниками работали. Мы там еще там много-много где были. Понятно, там патрули туда-сюда. И вот одно из мест был вытрезвитель. И вот меня туда отправили. Я, по-моему, там был один на практике. И то, что я там увидел, меня просто поразило. Поразило так, что я просто пришел домой и сразу же написал рассказ, который назывался «Трюм». А сейчас этот рассказ, когда читаешь, конечно, там можно увидеть многие такие вещи, которые в обществе в нашем потом осуждались. Многие потом вещи, которые я там описываю, были приравнены к должностным, так скажем, преступлениям и нарушениям социалистической законности. Но это уже позже. А на тот момент это все практиковалось, все было весело, и я думал, что так оно и должно быть, потому что я тогда еще либералом не был, о правах человека представление имел слабое, поэтому я думал, что так и надо, так и есть, это традиции. Вот. И я все это вот в этом рассказе, который называется «Трюм», описал. И вот в моей новой книге, которая выйдет потом уже следующей, за очерками 2-й том, проза, я этот трюм, конечно, тоже туда помещу. Как и много других рассказов, может быть, которые не публиковались никогда, и которые я даже не читал, которые считаю неудавшимися. Но я, наверное, их туда все-таки помещу, чтобы книжка была потолще. Это, в принципе, для меня же. Все вот эти книги я пишу для себя. На память и, может быть, родственники потом будут читать. Да и вообще, могу друзьям давать читать. Могу Алексею дать почитать. Кто-то, может, выпишет, потому что это доступно в интернете.
И, пожалуйста, любой человек может. Я в прошлый раз показывал, что и на Озоне, и на Амазоне, и даже на Алиэкспрессе все мои книги есть. Вот. Время такое, в общем-то, сейчас. Легковатое для пера, как один поэт сказал в Чите давно-давно. Так, чем я занимался еще? Ну, так, кино, оно как-то никак себя не проявляет. Я в прошлый раз говорил, что наш фильм, который мы сняли, короткометражный. Кино! Мы ходили с Юрой и с его женой Ларисой на кинофестиваль «Киношок», который проходит в Анапе. И мы 3 дня подряд смотрели короткометражные фильмы. Где-то мы часа по 1,5 проводили в кинотеатре «Мир кино», здесь вот на Крымской. Там, значит, уютный такой зал с мягкими креслами. Перед показом представляли режиссеров и актеров, которые приехали на кинофестиваль. А потом вот после первого показа вопросы задавали им, а вот почему-то после 2-го, 3-го показа сразу расходились все. Ну ладно. Поэтому я приобщился к миру кино вот таким образом, посмотрел, так скажем, современное кино, режиссеры там молодые, ну, наверное, раза в 2, а то и в 3 моложе меня. Ну, фильмы разные, конечно. Были фильмы, которые очень понравились, некоторые фильмы, конечно, менее понравились. Мне запомнился фильм «Аплодисменты». Очень интересный фильм. Потом фильм... я не все названия знаю, но там такая любовная тематика. Встречи, разлук. В общем, фильмы, я очень большое удовлетворение, конечно, получил, посмотрев фильмы. Ну и Юра тоже, и Лариса, и вообще было хорошо. Выходя из кинотеатра, я говорил, вот мы наконец-то и приобщились тоже к кинофестивалю, к этому большому событию ежегодному, который проходит в Анапе. Вот. Ну, сам я, естественно, сейчас нигде не снимаюсь у нас, потому что фильм вот этот, проект, в котором я уже снялся, его продолжают снимать в Новороссийске. И туда, конечно, каждый день требуются актеры, но есть такое правило, если ты уже снялся, даже если в массовке ты снялся, то уже не имеешь права в этот проект заходить 2-й раз. Ну, можно, конечно, если где-то ты в массовке совсем далеко снялся, тебя там не видно, и ты можешь в другой одежде, там может какой-то грим другой. Ну, в принципе, этим как бы не заморачиваются, потому что уж на массовку всегда люди находятся. Ну, а я снялся там, так скажем, ну, я бы сказал, даже в эпизоде, может быть, да, или, ну, вообще это групповка была по этим меркам киношным. Вот, но я там хорошо засветился, поэтому я больше в этот проект не захожу. Но вот недавно директор кастинг нас обрадовал. Сейчас я даже, может быть, зачитаю, как это происходит. То есть я подписан на группу, и не на одну, а на много. Так, нет, подождите. Это в WhatsApp. Это в WhatsApp. Кино Russian. Так. Сейчас. Вот, смотрите. Вот пишет Роман, кастинг-директор. Ну, он тут всякие такие, значит, пишет вообще про фильмы. Вот в Абрау Дюрсо будет сниматься, но это ладно. Вот, и он пишет, ну, новость основная. И 6 восклицательных знаков. Идем в Новороссийск. Еще 6 красных восклицательных знаков. Хочу напомнить вам всем, АМС и АГС, то есть
актеры массовых сцен, актеры групповых сцен. Ну и я, как начинающий актер, это уже как бы немножко повыше, чем АГС. Профам тоже, ну, то есть профессионалам, что с конца сентября начинаем до середины декабря работать очень плотно. Великолепный проект «Пираты 21 века». По 200, 400, а то и по 1000 человек будет нужна массовка. Продюсер Денис Лось, Ростов, Андрей Старовойтов, который уже снимал фильмы «Анка с Молдаванки», «Эффект домино» и «Бессмертный полк». Ну, в «Бессмертном полку» я снялся, и обещали сделать в Новороссийске премьеру, на которую будут приглашены все задействованные актеры. И если получится, то мы с Юрой тоже в Новороссийск поедем на эту премьеру. Будет интересно. Ну вот, вроде бы я кино рассказал. Во втором томе моей книги «Очерки», еще раз показываю первый том, второй том будет, готовлю, потому что люди сейчас подошли. И во втором томе «Очерки» будет очень большая глава, называется «Мои киноистории», где я подробно рассказываю о съемках фильма «Крымский мост», «Крепость Бадабер» и о других проектах, и в том числе про нашу киношколу, в которой я учился, тоже я решил описать. Сначала вроде бы не хотел, а потом что-то сел и взял и написал. Вот, так что, ну, тоже это часть моей жизни. 6 месяцев, я считаю, это хорошая часть жизни. Поэтому вот во втором томе это будет. Так, друзья мои, вопросы. 26 минут уже в эфире, и жду ваши вопросы. Ну, а я буду рассказывать дальше. Чем я еще занимался на неделе? Кроме того, как готовил второй том книги «Очерки» и ходил в кино. Значит, я приводил в порядок квартиру на Крестьянской 26. Уехали наши гости, которые жили там очень долгое время. Ну, это постоянные наши гости, очень хорошие. И вот я сейчас готовлю квартиру к новому заселению. 13 числа люди вот заедут, буквально послезавтра. Дело в том, что у нас сейчас там на Крестьянской 26 идет капитальный ремонт дома. То есть полностью его содрали старую штукатурку, поштукатурили, покрасили. В общем, что там еще делают? Крышу меняют, на подъездах козырьки тоже меняют, водосточные трубы меняют, трубы газовые красят в желтый цвет, двери поменяли входные, вот эти вот железные конструкции возле подъездов, ну, которые как бы украшением служат, да, вот эти вот входные группы. Старую краску, я бы сказал, не обдирают, а обколачивают. Знаете, там я там работал, у меня-то на втором этаже, и один рядом работал мужчина перфоратором, он старый вот этот гудрон снимал с козырька подъезда, а второй вот этот дзынь, он от трубы отколачивал старую краску. Вообще, я считаю, что это вообще адский труд, потому что, ну, я понимаю, там можно было как-то каким-то инструментом соскабливать вот эту старую краску. Нет, просто вот тупо молоточком он обколачивал старую краску. Ну, дом 70-го года постройки, и понятно, что его периодически ремонтировали, и подъезды, ну, и, может быть, раз в 2 года, да, красили вот эти вот подъезды, двери, и понятно, что слой краски очень такой толстый. И он просто вот обколачивает, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я обколотил, почти обколотили уже, вот немножко там, нет, уже полностью обколотили, да, я вчера смотрел, уже полностью, сейчас вот эти трубы, из которых вот эта конструкция сварена, она полностью черная,
ну и будут ее в какой-то цвет красить, не знаю, в серый, что ли, а может быть и в другой, потому что двери поставили новые серого цвета, может быть, в какой-то другой цвет покрасят. Я бы за какой-нибудь веселый цвет, допустим, ярко-красный, почему бы нет. Вот, ну, скоро они уже должны закончить, а я еще хотел сделать, знаете, балкон. Сейчас балкон там, на нем, значит, обшитый железом, с наружной стороны, снутри какой-то пластик. Я начал этот балкон делать, я думаю, сделаю этот балкон первозданный вид. То есть уберу все эти пластик и железо, и останется просто одна решетка. А не тут-то было. Оказывается, в советское время строили как? Вот эти вот боковые стороны у балкона, они промежутки между прутьями вот этими железными достаточно такие маленькие, то есть туда не пролезет, там кошка пролезет, а вот ребенок, допустим, не пролезет. А по фронтону, впереди, там вот такие вот расстояния. То есть спокойно, если маленький ребенок, то он тут может вывалиться. Вот, правда, у нас там внизу крыша, он далеко не упадет, но тем не менее вот этот вариант с первозданным балконом, он не прошел, поэтому я решил... я искал на Профи.ру и на Авито мастеров, ко мне приезжал, значит, замерщик, который там все замерил, балкон, и знаете, сколько насчитал? Чтобы просто балкон отделать вот снутри и снаружи, и даже пол не делать. Ну, пол можно там, я говорю, линолеум кусок бросить и все. Он насчитал 31 тысячу. Вот как раз сейчас здесь 31 цифра минуты. Ну, я сначала хотел, а потом думаю, да нафига мне надо, когда я вообще совсем о другом мечтал. Мне не надо его обшивать профлистом, ничем не надо. Я хочу вообще просто первозданный вид, и чтобы перила деревянные были. Я ему говорю, деревянные перила можете оставить? Он говорит, нет, нельзя, у нас это как бы, у нас другие материалы. И дерево сейчас, оно непрактичное. Я говорю, да какое непрактичное? Вот видите, вот эти перила родные. Они уже здесь. Сколько получается? 55 лет. Дюжит. Вот. Поэтому я потом, когда он мне перезвонил и уточнил цену, я говорю, нет, ребята, все не так, ребята, я сам сделаю. Вот. Ну, я начал искать на Профи.ру людей, которые могли бы мне сделать. Написал там цифру что я готов за эту услугу заплатить от 5 до 20 тысяч, но специалистов почему-то не нашлось. Один был, написал, что он занят и не может этого сделать. Я думаю, ну ладно, сейчас вот гости уедут в октябре. В октябре, они будут уже в конце сентября уедут. Думаю, сам сделаю. С Юрой сходим или с Наташей. Да можно с Юрой сходить на Толстого, посмотреть какие-то материалы, купить, привезти. Там балкон-то у нас 3 метра 30 сантиметров длиной, ширина его 80 сантиметров и высота 90. Вот такие надо какие-то материалы, кусок линолеума где-то купить, обрезок, 80 сантиметров, что там, вот, длиной 3,5 метра. И все, и будет балкон нормальный, так что сам сделаю все. Вот, крепеж, придумаю, там, в принципе, рейки уже есть деревянные, они хорошо сохранились, вот. Поэтому на саморезы какие-нибудь там прикручу этот какой-то пластик или что. Такой хороший материал. Единственное, что надо делать очень так крепко, потому что ветра бывают сильные, и бывают такие ветра, что если плохо закрепить, просто все снесет нафиг. Вот, поэтому крепить надо будет хорошо. Ваш фильм был на Киношоке? Нет, не было, потому что он еще не смонтирован. Друзья мои, 8 человек смотрят, задавайте вопросы об Анапе, обо мне, что хотите знать.
Меня, как всегда, смотрит где-то 70% людей новых, поэтому всем новичкам, кто первый раз меня смотрит, привет, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, он нужен для продвижения моего канала, вам не трудно, а мне приятно. Так, что еще? Значит, рассказал про нейросети, как я участвовал в выставке в лондонском клубе, рассказал о том, как я пишу, составляю второй том, это первый том книги «Очерки», рассказал о том, как я был на Киношоке, и мы с братом и его женой смотрели фильмы короткометражные, рассказал значит, о чем я рассказывал последнее? И о чем еще не рассказал. В общем, уже о многом рассказал. Так, нейросетями я продолжаю заниматься. И в качестве такого, развлечения, вам же тоже интересно что-то посмотреть. На меня не всегда интересно смотреть. Поэтому сейчас вам покажу, как я вчера выполнял такую задачу, которую сам себе поставил. Значит, смотрим. Вот я еще рисовал карикатуры. И у меня есть такая карикатура. То есть, вот смотрите, 3 таких дикаря. И у каждого по песочным часам. Ой, не песочным, солнечным часам. Вот. У 2 показывает стрелка, как тень в одну сторону, а у 3 в другую. И он не поймет, почему так. Почему так? И я решил, думаю, а как это бы нейросеть изобразила? И начал рисовать. Так, получилось вот. Сначала, вот такие дяденьки у меня получились. Вот такие, видишь, сначала у них бород не было, потом я им бороды сделал, потом вот и палочку вот им воткнул, вот. Сначала они вот так сидели, потом они вот так сидели, потом вот, видите, какие солнечные часы нейросеть нарисовала. Вот, и закончилось все вот таким. Вот эти 3 мужика сидят. Это еще не все. Вот у них тут вот эти вот солнечные часы перед ними. И вот, видите, вот тени у 2 часов туда, в те стороны, куда и надо, а у одного в противоположную сторону. И он вот рот открыл такой. Понятно, что эмоции, тут можно с эмоциями поработать. Вот, я уже вчера это делал перед сном, поэтому торопился и не стал доделывать уже все это основательно. Потом, вчера у меня получились такие интересные изображения. Они получились у меня случайно. Сейчас покажу, подождите. Вот, смотрите, какой интересный эффект получился. Как будто бы какая-то такая сетка. Вот, то ли это холст и такие трещины, то ли это какая-то сетка, и на ней нанесено вот изображение. Но получилось очень интересно. Вот. Вот еще одно изображение тоже, видите, тут в принципе выписаны и волосы, все у женщины, но волосы тоже как сетка получились, и мне это очень так, нравится, очень необычно, очень необычно. И потом вот эти вот еще изображения, они уже такие самые банальные. Вот. Единственное, что можно обратить внимание на кожу. Сейчас модно, когда кожа не чистая, гладкая, как там отфотошопленная. Вот. А когда на ней есть какие-то прыщики, покраснения, неровности, какие-то вот такие точки непонятно какие. Это создает эффект именно фотографии, хотя это рисунок. Вот. Потом еще экспериментировал со своими моделями. Это вот как раз модель винных этикеток 70-х годов. Я нейросеть просил сделать что-то наподобие
напитка енотовка, где изображен енот с бокалом или с бутылкой. Ну вот такая этикетка. Видите, вот стилизация под 70-е годы. Ну, понятно, что название это такое абстрактное, а это все можно потом сделать по-другому, привести в соответствие. Так, у меня что-то сейчас... вот, все. Вот такая вот енотовка. Такая енотовка. Вот такая. Ну и вот более такая вот, такие этикетки уже. Вот. Вот интересная. Вот это вот интересно. У него такой взгляд у енота, знаете, как будто бы... И он вообще уже позеленел. И тут рекламу можно. Чрезмерное употребление спиртных напитков опасно для вашего здоровья. Вот. Ну и вот такие изображения делал. Ну, не буду. Это вы на моем контакте посмотрите. Это вот на Киношоке. Вот с братом мы сидим в зале. Потом, значит, это вот Зюганова я делал. Видите, Зюганов выступает перед народом. Ну, такой Зюганов стилизованный, но, тем не менее, вот нейросеть его так изобразила. Это тоже вы посмотрите, если хотите. Ну, и этих коней я вам уже показывал. Так, что еще? GPT-чатом я тоже пользуюсь, и очень так он мне помогает. Ну и все, народ уже расходится, и мне сейчас пора будет бежать в магазин «Светофор». Мы с Юрой по понедельникам раз в 2 недели ходим в «Светофор», и сегодня мы тоже пойдем. Юра, не знаю, смотрит мой эфир или нет, наверное, пьет чай и сейчас будет тоже собираться в «Светофор». Ну все, друзья, спасибо всем, кто сегодня был на моей трансляции. Сегодня я рассказал о том, чем я занимался на прошедшей неделе, то есть готовил 2-й том своей книги «Очерки», ходил на Киношок, смотрели короткометражные фильмы, занимался нейросетями и готовил квартиру к заезду очередных гостей, которые 13 числа приедут в гости в Анапу. Хотя у нас сейчас похолодание, я сегодня вот уже джинсы надел и шорты снял, потому что вчера что-то пошел, ветер такой холодный, я уже все-таки думаю, нет, надо в джинсах. Тем более в «Светофоре» там есть такой морозильный цех, где просто вот холод собачий. Юра шутит, говорит, что когда туда идешь, надо куртку с собой брать, чтобы там, не простудиться. Но мы туда заходим быстро, тем более я знаю уже, где лежит какой товар, берем и выбегаем из этого арктического холода. Все, друзья, всем пока. Кто не успел задать вопросы, задавайте в комментариях. Всего вам доброго, счастья, мира, благополучия. Пока.